засоленность почвы повышается. Его не отвязываешь, что ли? Не, это... Кто-то есть. Вот сами. У Алексея Гусева. Да? Лично с его рук вот этот. Да. Такой же маленький. Это и есть паук, да? А ком не пахнет, ребят. Я не думаю, здесь есть что-то есть. Нет, ничего нету. Такую яму заметили. Опасно близко подходить сюда даже. Это карстовая пещера. Вот подъехали, ребят. Это у нас новая локация. Вот. Что, коряги есть? Вон коряги. Не, место хорошее. Вода, конечно, уровень воды упала. Кто-то, смотри, как сожгли все. Смотрите, ребят, как сожгли все. Ого. Прям пожар был. Куда экология смотрит? Прям был А? пожар. Куда, вот, куда экология смотрит? Смотрите, такие деревья. Наверное, здесь остановимся. Место, в принципе, неплохое. Распаковка. Будем разгружаться. Разгружаться. Наверное, палатку поставим, да? А, можно поставить, можно чуть попозже. Так, потихонечку мы место подготавливаем. Так, пиво кто-то принес. Я не знаю, кто будет пиво. Здесь будет у нас палатка, а здесь столы. Здесь мы удилище поставим, да? Да. А береговушки Дальше. в ту сторону, метров 100 туда, метров 100 в ту сторону, ребят. А пока у нас такой легкий перекурчик. И Вот, Альширека. установим сейчас лагерь. Принимая во внимание объем тела Алишера, должен быть не только перекурчик, но и перекусчик. Я так думаю. Я так думаю, как сказал этот в этом фильме Мимино. Алишер, что делаешь? Вешалку для рюкзака. Не лучше ли топором? А есть топор? Да и нож у тебя хороший, в принципе, слушай. Вот этот нож охотничий, рыболовный, сделанный собственными руками. Ручка от старого советского охотничьего ножа, кто узнает, а лезвие Ты уже сам из делаешь. хорошего металла, да. Вот. Режет хорошо. Он до сих пор острый. Так, у нас вот такие черви. Это как называются они? Ну, деревесные черви это. Будем пробовать в прошлый раз. Это личинка жука-караеда. У нас это его в прошлый раз не было, да, Лучин? Да. Мы вот достали его, в этот раз мы попробуем. Это как червя одеваешь, вот так оденешь его. Нет. Да нет. Да, да. Не да. надо него- полностью одевать. Пусть вот так торчит. Да. У него жидкости много, сейчас проткнешь. Да. Вся жидкость выйдет, одна только Жидкость кожа выйдет, останется. да. Всё. Вот так вот. Вот так. Так, сейчас будем забрасывать. Я спросил у вас, кто где будет рыбачить. Вы сказали
там не закидывай, здесь не закидывай, здесь хорошие места. Мы не говорили. Мне пришлось вот там немножко Смотри. плохое место выбрать. Ну, буду там кидать. Ничего страшного. Ничего страшного, Алиша. Но крючок что-то мне. Хотя нормальный крючок. Нормально? Смотри, чтобы острые были. С наживкой, чтобы не переборщить. Так, по скромненькому насадил этот. Не как лучину, только этого, ну, гусеницу, ну, но еще и, Бутерброд хороший у тебя. да, бутер в рот сделал. Где будешь забрасывать? Вот эту личинку короеда. Вот именно вот в этом дереве. И вот это дерево погубили вот этот короед, между прочим. Это который мы сейчас ловим, да? Это на которого мы сейчас ловим. Да. Вот считай, вот они как изъели все дерево. Вот. Это дерево уже Ну покажи. Вот, не жилец. Смотри, сколько щелей в нем. Да. щели. Да. Это личинка короеда. Все. Нам нужно пообедать, да, теперь? Отдыхать. Накрыли стол. Так, стол накрыт. Что у нас сегодня в меню? Пиво здесь вижу, спрятали вы. Все подряд. Пиво спрятали. Так, Всё, что у нас тут? Что душа требует. Перчики. Это еще не все, есть еще там, Ну, у но нас все еще на стол это- не выложишь. Это у нас легкий перекус сейчас? Да. Легкий перекус. Что? Присаживайтесь. Приятного аппетита всем. Я вот так крупненько сделаю лучок, да? Да. Вот так вот. Опа, кювик, Опять два. кювик. Идемте. Есть. Какая-то мелочь, Ага, это был удар просто. а оставь, Это был хороший удар, да. и стоит. Видимо, какая-то мелочь. Вон. Посидели ребят, обедали, общались. Вот здесь опять поклевка. Ну, видимо, мелочь. Смотрите, ребят, какая природа. Сейчас деревья только просыпаются, да, Алишер? Смотри, вот листья только Да. пошли, да? Вон там какая роща. Я представляю, через дней 10-15 здесь что будет. Куда смотрите, вот это природа, конечно, вот. Ну, а мы находимся сейчас посередине пустыни Кызылкум. Кругом пустыня. Я сейчас выйду, вам покажу. Смотрите, какие места хорошие. И вот здесь, где можно рыбачить, вон обрывы такие. Места хорошие. Здесь, наверное, попозже, ближе к вечеру, береговушки забросим. Вот так. Наш лагерь недалеко. Вот, здесь будет палатка. Ну, палатку, наверное, ближе к вечеру поставим. Че, поклевка? Какой? Этот? Мелочь, наверное, какой-нибудь. Что-то первая удочка. Ребят сказали, что была поклевка. Здесь корячники, видите, вот сюда я забросил. Нет, пока нет. Подождем. Сейчас туда на рожь пойдем. Вот Чин откуда-то сухие ветки саксаула притащил. Это саксаул, да, Лучин? Да, Сухие? да, на дороге нашел. А здесь тоже много их очень. Да. Не саксаула, я имею в виду веток сухих много. Да, Ну, как раз на вечер, на костер. да, вот по дороге взял. Что, с пустыми руками не возвращаться? Да, конечно. Там места хорошие есть. Да, там хорошие места есть. Вечером береговушки забросим. Запросто можно, там хорошие места. Мы прогулялись тоже вон до туда. Там вообще классные места есть. Да, вообще. А у меня нету привычки с места на место вот прыгать. Не, Я вот не на одном надо. месте сел, я вот такой рыбак, да? Просто Ну, это, так же. закидушки, да, нам ночью же бросим? Береговушки бросим? Береговушки, да? Да, бросим.
Ребят, вот пустыня. Она просыпается потихонечку, смотрите. Уже зелень появляется. Черепахи, змеи, ящерицы, скорпионы, каракурты, фаланги. Все это просыпается сейчас ночью. Да и днем, сейчас они весной днем тоже активны. А летом в основном ночью. Вот Саксаул. Вон здесь недалеко, видимо, пастух. Бараны пасутся. Вот такая пустыня, ребят. Это наше место, где мы рыбачим. Недалеко река. Эти норки. По-моему, тушканчиков. Это вот, я не знаю, кто тут живет. Вот, ребят, Саксаул. Самое ценное дерево в пустыне считается. Не дерево, а кустарник. Интересно растет. Это кустарник юлгун. Ну, на фарси называется так. На русском, честно говоря, я не знаю. На фарси говорят юлгун. Что, нет червей, да? Да, сели, смотрите. Ну, надо тогда вытаскивать, обновлять все. Да, походу, Пока мы да. рассидели, Была вот поклевка, вот сидели, поболтали. незаметная, но все равно. Зацепь. Сейчас небольшой обзорчик будет. Спального мешка и каремата, да, кажется? Ну, да, если можно так назвать, это просто чисто Да, как небольшой. коврик. Сам Алишер его делал своими руками. Давайте сейчас небольшой обзорчик сейчас Алишер сделает. Это как каремат, да, идет? Ну, коврик такой. Как коврик для расположения на Ну, природе. Он влагостойкий, да? Нет. Нет? Нету смысла, потому что влагостойкая Все, понял. подложка снизу, есть. Да? Так. Это спальный мешок. С разных ракурсов. Ширина какая, Алишер? Длина 2. Длина 2, ширина метр, да, получается? Длина метр. Отлично. Давай сюда. Вау. Вот то, что я говорил. А, кстати, диалоги о рыбалке там стоит. Это подарок от самого Алексея Гусева. Гусева, да? Лично с его рук вот этот вот логотип. Логотип Диалоги о диалоги о рыбалке, когда я снимал, ребят, передачи для телеканала «Диалоги о рыбалке», вот тогда Гусев был в Бухаре. И вот тогда, помню, он ребятам подарил, да, очень много Да. таких шевронов, можно сказать. Давай, показывай. Ну, выглядит в разложенном состоянии он так. Материал достаточно такой. Он не водонепроницаемый, ничего. Он, еще на него есть чехол верхний, который снимается, стирается и так далее. Это, как говорится, жилая часть. Замочек, да? Открывается. Замочек. Вот, заходишь. Вот то, что удобно посерединке, вот это класс, ребят. Да, вот это вот мне нравится, потому что когда сбоку, когда заходишь, он собирается. Вот. Да. А вот когда посередине, нет. Ты не против, если я залезу? Да, Ради бога. нужно даже. Нужно. Так, ребят, Попробуйте. момент такой. Разместитесь в нем и попробуйте в нем. Ну, надо же, ребят, вот своими руками сделать вот такой спальный мешок. Я думаю, это дорого стоит. Опа. Так. Вау, хо-хо-хо, классно. Так, замочком закрываемся. Накидывайте прямо на себя. А можете вот так, когда не это. Можно еще внутрь, да, пойти? Да? Да. Накиньте прямо на плечи его голову туда. Вот, ребят. Согласитесь, классно здесь еще одну подушечку поставить. Есть подушечка. Слушай, а тепло толстый такой. Да, посмотри. он теплый. И крутитесь там как хотите. Хоть на живот ложитесь, хоть как. Замочек остается постоянно наверху. Он под вами не оказывается, когда Да. вдруг
В экстренном случае вам надо выбираться со спального мешка. Вы не ищете в темноте сбоку какой-то замочек, сковывающий спальный мешок, который не дает вам высунуть руки, нащупать этот замочек. Массовые неудобства и минусы в большинстве спальных мешков. Здесь удобно. Вот когда Да. замочишь. Но я не знаю, лично для меня, мне удобно. Все я вот сделал по своей комплекции. Я уже вспотел. Спать. Честно, А вспотел я. представь себе при температуре 63 Ну, шикарный, толстый. градуса мороза. Шикарный, толстый, просторный. Просторный, да? Чем то, что в наших магазинах продается вот это все. 100 раз лучше. Я бы выбрал бы его, конечно. Во-первых, и по размеру, по габариту, и по толщине. Смотри, как он сделан. По уму все сделано. Ты сам своими руками, да, получается? Сам раскроил, сам, Все сам сделал. можно Вот, ребят, сказать. человек любит, когда сам своими руками все это делает. И вот пользуется этим. Мне кажется, лучше ничего и не найдешь. И он приятный такой в обращении, он плотненький, тверденький, Да. с клапаном, чтобы ветер не пропускал ничего. закрываешь Он клапан. простеганный, это сплошной лист, ну, правда, не лебяжий пух, да, но синтетический наполнитель, обычный, который во многих спальных мешках, обычный синтепон 5, он вот ужатый, считай, до такой степени, что вот он, ему ужиматься уже некуда, и в то же Да. время воздушная прослойка достаточная, как будто ты укрываешься пуховым одеялом, и в нем достаточно тепло. Отлично, отлично. Мне очень понравилось. Я бы с удовольствием попользовался бы таким. Береговушку делаем. Вот ночью Ну, сама? бросим, да, на сама. Вот крючок. Так, номер это 14. Угу. Это как поводок у тебя, да, Да, сейчас? это поводок. Сколько кап- метров длина? капро- По-моему, длинная будет. Да, где-то 1,5-2 метра. Еще будет основная здесь. Тоже будет капроновая нить, но потолще будет. Это Это получается береговушка, да, у да, тебя? у меня береговушка получится без грузил. Без грузила. А Да, поплавок буду, будет? да. Нет, поплавка не будет. Просто будем накидывать. Пусть будет наверху. Ну, типа я буду, вот, например, вот дерево висит, Мгм. хочу через него зацепить. И чтобы чуть, ну, метр, может, 1,5 от берега, чтобы стояла она. Вот Ну, расчет такой. Наподобие вот этого, да, сейчас Да, поплавок у тебя да, стоит сейчас? да, вот. Наподобие вот так. Чуть метр, 1,5 от берега и хватит. Что там, водоем, что ли, есть? Алишер, слышишь лягушки? Значит, где-то водоем есть. Вот, ребят, в пустыне квакают лягушки. Интересно, где тут водоем? Сейчас будем искать водоем тогда. Вот водоем, ребят, вот. Значит, тут водичка откуда-то. Вот лягушки, где, оказывается, квакают. Вон сколько валяется саксового, видите, ребят? Кто-то там говорил, что саксол в красной книге и нельзя. Ребят, мы собираем вон их. Сколько их? Для костра, для себя никто не запрещал использовать. Так что спокойно, если вы находитесь в пустыне, можете делать костер, если вам это нужно. Никто вам слова ничего не скажет. Саксалов много, но мы не ломаем. Конечно, не будем ломать. Мы будем искать только сухие ветки. Которые валяются на земле. Я мелкий, вот это возьми, лучше то доставь. А возьмем я тоже. Зачем? Вот здесь у меня есть еще. Всё? Вот, ребят, береговушка готова. Червь. И вот этот караед. Кажется, если я правильно его говорю. Сейчас забросим. Все, я думаю, отсюда зарежем его. И все. Ребят, еще 2 штуки остались. 2 береговушки.
Вот еще подходящее место. Вроде нормальное вот сюда. Можно выбросить. Место вроде хорошее. Коряги есть. И сюда даже можно вот. Сейчас заброшу вот сюда, наверное. Возьмем хороший крючок. Насадим этого белого червя хорошего. Толстого какого-нибудь сейчас. Так вот. Аж сок выходит с него. Вот. Ну все, ребят, все забросил. 6 береговушек. Каждые 2 часа придем, будем проверять. Если попадет что-нибудь, то это хорошо. Ребят, у нас началась ночная рыбалка. Мы сейчас все забросили. Я штук 6 береговушек забросил. Вот. И те 2 снасти мы сейчас наживку поменяли. Там поставили вот эту белого червя, потому что земляной червь, мы делали бутерброд, но какая-то мелкая рыба постоянно его объедает. Вот, и решили его не ставить, потому что поклевки, да, есть. Ну, видно, что, по-моему, это мелкий усач. Вот. Или какая-то белая рыба. Не знаю, кто, мы не смогли его поймать. Попробовали мелким крючком забросить. И алишер, и лучин забросил. Но результатов не было. Так что у нас ночная рыбалка началась. Я думаю, что результаты будут. Будем ждать, будем надеяться на это. Если даже ничего не поймаем, ничего плохого не случится, отдохнем хорошо и поедем домой, ребят. Закинули, сидим, смотрим, еле видно все. Вроде тишина, то там дрынь, то там дрынь, то там дрынь. Ну, поклевки есть, да, мелкие? Вот И неизвестно, что это. Мне кажется, мелкая рыба. Одну вроде вот такую удочку на маленький крючок Ага. закинул, чисто на удар сижу, чтобы вытащить и глянуть, что же это такое. Хорошая поклевка, да, была? Да. Что это может быть? Ну, дерни теперь. Тишина, смотри. Не успели, да, мы его снять? Ну, хорошая поклевка была. Кто-то дернул и оставил. Вот не поймешь, а что за поклевка? Дергает, отпускает, да? Вон, сейчас, по-моему, опять будет дергать. Леска вроде натянулась, нет? Уголек классный у тебя. Да. Так. Начинаем самый такой вкусный процесс, да? Да. Нашей рыбалки. Это вот готовка нашего ужина. Время, наверное, 12 час, да? Да.
Ребят, доброе утро. Сейчас иду береговушки вытаскивать. Посмотрим. Но я так думаю, что никаких поклевок. Ничего не было. Ночью был поклевка. Но я не стал подниматься, брать. Вот здесь у меня 2 береговушки. Вон. Сейчас по одному вытащим, посмотрим. Вот я вытащил, ребят. Все стоит. Смотрите. И червь. Вот. Это у нас вторая береговушка. Тоже пустая, ничего нет. А нет, вот. Саменок, ребят, вот. Вот такой сон попался у нас. Маленький. Но мы его, конечно, отпустим. Сейчас я освобожусь и вам покажу. Вот такой самелок. Маленький. Вот, ребят. Малыш. Давайте мы его отпустим. Пусть растет. Вот, мы не за тобой сюда приехали. Ну, посмотрите, какой хороший, ребят. Иди расти, малыш. Большой-большой. И приноси людям радость. Вот такие дела. Идем дальше. У нас еще 4 береговушки. Так. Еще самое главное найти бы их. Я там, в принципе, отметки поставил. Вот надо искать отметки. Вот у нас последний. Кажется, кто-то есть тут у нас. Вон, ребят, видно, да? Сейчас я вам покажу. Вот. Кажется, кто-то есть. Вот саменок. Видите, ребят? Сейчас я постараюсь спуститься. Вот. Но этого тоже мучить не будем. Что-то у нас сегодня одни малыши попадаются. Вот так. Вот. Такие саменки. Только вот здесь я его спокойно отпустить не смогу. А бровь, ну, ничего, выживет. Все, вот отпустили второго. Пусть растет. О, вот саменок. Теперь как-то его надо поднять. Осторожно. Ой, давай. Такой же, как и у меня. Слушай. Ну, он проглотил хорошо. Да, его надо как-то попозже это сделать. Вот такой малыш. Это третий, да, у нас? Беленький, да. Это третий у нас. Ну давай отпустим его тоже. Блин, этот не взяли, да? Шипцы, да. Да. Что-то проглотнул глубоко. Да? Да. Глубоко сидит он. Мертвый. Надо было. Что там? О, саменок? Тоже Да. такой же маленький, смотри. Мелкий. Да, мелкий. Ну вот они, походу, вечером и клювали. Ну, такой саменочек, смотри. Сейчас вода холодная, они вяленькие немножко, поэтому... Ну, вода холодная еще. Вода холодная. Еще даже 20 градусов нет воды. Что, отпустишь, наверное, да, его? Ну да, а что его? Что с ним делать? Пусть растет. Что, есть кто-то? А, Опять саменок? такой же, вон. Что-то мы в ясли попали, слушай. А. Одни малыши попадаются. Вон его даже можно из сачка вот так прям. О, смотри.
борется еще. Что-то одна мелочь попадает, да? Стандартные, видать, сейчас вот они питаются. Все одной кучей. Отпусти тоже его тут. Тоже на этого червя? На белый? Да, у нас только они были, вот эти большие черви и земляные черви. Нарезку пока не можем, не было малька. Вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Вчера приехали утром. Вот. Сегодня уже время 9 час. Ну что, ребят, какие впечатления у вас от этой рыбалки? Какие могут быть впечатления? Такой отдых, такая природа. Вообще класс. Я лично хорошо отдохнул. Ну, насчет крупного трофея, конечно, не повезло. Как правило, стандарт какой-то клювал, да? Да. В основном клювали самята такие грамм 300-400 Маленькие, да. до полкило. И стандартный, потому что мы сюда не первый раз приезжаем. Ну, притягивает нас это место, да, как-то Ну, чем-то. она еще не проснулась, смотри, только почки начали распускаться в деревьях. А здесь через месяц будет как лес, действительно Да, будет тень очень да. хорошая, прохлада. Так что, очень, у тебя как впечатление? У меня тоже такое, Век, отличное впечатление. Отдохнул хорошо. Даже рыбу поймали. Хоть маленький. Да, после этого... От нуля ушли, Да. в принципе, от нуля Ну, ушли. сезон, можно сказать, открыли. Да. После зимней эти передышки. Ну, самое главное, поймали рыбу. Все, и отдыхали очень классно. Ночью сидели, костер, вообще шикарно. А то и рыба тоже не главная была. Ну да, Да, Чисто надо отдохнуть, душой попробовать отдохнуть. друзей. Да. самое главное, природа красиво отдохнули. Ну, от трофея, погода. конечно, не Ну, отказались. трофей еще впереди. Да. Сезон только начинается. И я хочу воспользоваться моментом и поздравить всех с священным праздником мусульман. Это Курбан Хаид, Рамазан. Всем счастья, ребята, добра, любви. Вот. Почаще выезжайте на рыбалку, вот так с друзьями, кругу друзей. Рыба не главное, главное отдохнуть. А рыбу можно купить и в магазине. Да. А так мы получили действительно колоссальное удовольствие от вот этого. И вот Выезда. такой отдых, вот такую обстановку никакой магазин не заменит. Да. Так что всем удачи, удачи на водоемах. Пока-пока.